Капец, я так волнуюсь, что забыла, как парковаться, чуть диск не уработала. Вы не понимаете, я сегодня целый день как на иголках. Расскажу предысторию. Нет, ладно. Экс-пилот Red Bull, экс-пилот Альфа Таури, пилот Формулы-1 и действующий тестовый пилот Даниил Квят. Боже, как я ждала этого дня. Слушай, я хочу начать с такого странного вопроса. Я прочитала, когда готовилась, все твои интервью, и ты очень односложно отвечаешь. Ну, то есть однобоко, да? Ну, типа такой, да, ну, почти одним словом иногда. Я думаю, да. блин, я так переживала, думаю, сейчас ты не будешь со мной разговаривать, будешь мне просто говорить. Да. Вот на сайте мысли. Вот, да. Собеседование — это такое искусство. И тот, кто ведет интервью, от него или от нее многое зависит. Опа. Спасибо. Чуть, хватит. Чтобы не сильно, да, успокоилась? Да, чтобы не заснула, да. Бывало и такое на интервью? Не, я засыпал. Ты засыпал? Поэтому они просто потом уже дописывали, да? Нет, да, не знаю. Ну, так знают все мои ответы, так что легко предугадать. Ну да, на самом деле вопросы у всех одинаковые. Ну, потому что просто в Формуле-1 вопросы одни и те же. Какие ожидания на пятницу, на субботу, на воскресенье? Что нового на машине? Кстати, сегодня этот вопрос будет классным, потому что сегодня пятница, ты в Москве. Какие ожидания на субботу и воскресенье? Ожидания самые наилучшие. Победим. Надо закончить, пересечь финишную линию первым. Финишная линия чего? Подожди, завтра же выходные. Ну да, видишь, я на автомате отвечаю. Завтра уже полечу в Монако, так что тут рабочую неделю в Москве провел, встречался с людьми, увидел друзей и так далее. Отца увидел, так что он тут живет, поэтому важно... у тебя сейчас отец здесь живет? Да, в Москве, я не знала. Да, и надо посещать родину, так что хорошо было. То есть я думала, сейчас ты скажешь, я типа там тусить иду, какой-нибудь эксклюзивчик. Мне завтра рано улетать. Ты завтра рано улетаешь? Да. Как мы тебя удачно поймали. Расскажу предысторию теперь, когда я перестала нервничать почти. 2018 год. Организаторы Формулы-1 из Баку приглашают меня на гонку в Баку. Если вы вдруг не знаете, главный редактор нашего журнала somoneyhorses.ru Виталий Петров. Первый российский пилот Формулы-1, первый российский пилот, который поднялся на подиум Формулы-1. Короче, Гагарин, но в Формуле-1 для России. Он мне звонит и говорит: слушай, раз ты летишь в Баку, может быть, ты сделаешь интервью с Даней Квятом? Я говорю: слушай, какая чудесная идея. Вот, он, значит, договаривается с Даней, так как они там давние друзья. Я, значит, приезжаю в пятницу, я еще думаю, как странно. Даня решил давать, пресс-день был четверг, Даня решил дать интервью мне в пятницу, учитывая, что сегодня тесты, вообще ему есть до меня хоть какое-то дело в этот день, странноватенько. Я, значит, приезжаю, пишу Дане, такая, типа: Дань, привет, я приехала, вот от Виталика Петрова, Оля. Он говорит: я ждал тебя вчера. Виталик все перепутал. Кстати, по поводу неактивности, ты в соцсетях не очень активна, не только в интервью. В последнее время я стал чуть больше уделять этому времени, если честно. Мне кажется. С чем это связано? С чем это было связано раньше и сейчас? Раньше, честно говоря, был концентрирован полностью на спорте, на гонках. Не хотелось сильно отвлекаться, хотя последний год, по-моему, Льюису это скажи потом. Да, но там есть люди, которые ведут, тоже помогают, иногда и выставляют фотографии тоже за тебя, с твоего разрешения. У тебя не было? Нет, не было, до такого не доходило. Я думаю, стоило больше, я признаюсь, уделять этому вниманию, но сейчас я наверстываю упущенное, так скажем, поэтому мне нравится общаться с болельщиками, я понимаю теперь, что людям нравится, не нравится, какие типы видео, фотографий и так далее, людям интересно. Так какие фотки больше всего залетают? Во-первых, все-таки связанные с моей деятельностью профессиональной, это гонки, наибольшая часть людей, которые следят в соцсетях, это все равно люди, которые поклонники гонок. Есть шанс, что ты будешь еще в ТикТоке? Пока я не раскусил эту тему, честно говоря. Залипаешь просто вечером или вообще тебя не залипает? Нет, у меня нету там этого приложения. Я прочитала, что у тебя даже нет аккаунта в Ютубе. Нету, да, нет такого. А ты видел, Виталик завел Ютуб свой? Я не видел, но обязательно посмотрю, мне прямо стало любопытно. Но я тоже думаю, что сейчас, когда возобновлю постепенно, гоночную активность и так далее, тоже
начну заводить. Я думаю, это хорошая идея. Снимать будешь влоги? Блин, это было бы круто, мне кажется, это интересно. Ну, возможно, да, но опять же нужна гоночная активность, там, гонку рассказать своего имени и так далее. Иногда, когда я на гонках, я концентрируюсь больше на работе с инженерами, но, может быть, повешу сюда камеру как-нибудь и буду с ней ходить. А в директ ты отвечаешь? Иногда такое бывает. Да? Очень редко. Когда бывает. пишут, типа, там, предложение по Какое-нибудь интересное рекламе? предложение. Да? Ну, какое-нибудь, ну, в целом, да, что-нибудь интересное. Ну, типа, свидание или реклама? Что для тебя И интересно? то, и другое. А если одно все вместе, вообще идеально. Вообще идеально, да. А реально, ты когда-нибудь что-нибудь рекламировал в Инстаграм? Нет, но я думаю, что я открыт к предложениям сейчас больше, чем раньше. Есть менеджер у меня тоже, и мы начинаем вести такие дела. И нужен интересный проект, нужно с чего-то начать, я думаю. Когда будет, так скажем, интересное предложение, я думаю, я рассмотрю. И Да? тоже, ну, если нужно что-то, во что я тоже верю, я думаю, рекламировать надо. Поэтому я рассмотрю варианты и что-нибудь, возможно, скоро вы увидите какую-нибудь рекламу. Ты когда-нибудь знакомился в социальных сетях? Ну да, такое бывает, да. А ты чаще знакомишься где-то с девушками или в соцсетях? Я поклонник больше чуть старой школы. Мне нравится знакомиться где-нибудь в баре там или на какой-нибудь небольшой вечеринке, например. А Или... на большой, нет? Ну, я не очень люблю сильно шумные места, если да? честно. Да. Музыка, где играет очень сильно, надо кричать, чтобы познакомиться. Или там в аэропорту тоже можно познакомиться. Да? Да. Такое бывало где-нибудь. Кушаешь, там пьешь чай И и знакомишься. знакомишься. Ну, подойдем к вопросу, к которому я тебя готовила. Ты есть в Тиндере? Нет, меня нету в Тиндере, нет. Сейчас просто вся наша редакция разрыдалась. Но они уже Серьезно? пишут в У вас вся директ. редакция в Тиндере? Ну да, конечно, у нас там есть вообще ветеран Тиндера. Соня, если ты видишь, смотрел наша Соня, у нас ветеран Тиндера. Если бы не Тиндер, она бы даже никогда не ела вообще. Почему Так, ты ну, нет? не было такой острой необходимости, острого желания, так скажем. А вообще на каких-то других сайтах знакомств, не обязательно в Тиндере. Это прям уже допрос какое-то такое вторжение в личное пространство. Ладно, хорошо, все, не спрашивай, ладно. Да нет. То есть, видимо, где-то был. Не, ну в соцсетях. Только в соцсетях. Так, ты намек. Инстаграм ты имеешь в виду? Ну, там тоже бывает такое, что знакомятся люди, да. Блин, вообще никогда в это сложно очень поверить, что типа ты такой сидишь, такой в директе, или такой, знаешь, Ну, не, сидишь- я не сижу прям в директе. или ну, кому-то так, сидишь такой налайкиваешь фотки. Случайность. То есть, ну, то есть случайность, не Ну да, какой-то. да. Случайность течения обстоятельств. А ты вообще любишь бывать в России? Очень люблю бывать в России. Пошли типичные вопросы. Не, мне нравится, мне очень нравится в Москве. Конечно, не очень большой поклонник больших городов именно, таких гигантских мегаполисов, типа Москва, Мексика, Нью-Йорк, как бы это немного. Я люблю там побывать, ну, скажем, неделю. Ну, после Монако, если честно, даже у нас какой-нибудь Реутов подмосковный будет большим городом. Ну да, вот именно. Но я бывал, например, в Нижнем Новгороде, там, в Казани, тоже мне нравится. То есть там тебе, который поменьше, Да. тебе нравится больше? Да. А Москва просто не нравится из-за ритма? Не то, что я не сказал, что мне не нравится. Мне Ну, нравится, да, в смысле, ну... но не... Ненадолго. Ненадолго, на определенный, так скажем, срок. Пробки, конечно, слишком иногда бывают долгие, но... Вставал в какую-нибудь прям лютую пробку? Да, такую? вот вчера попал, да. Вчера было 9 баллов, Да, вот я там постоял, да, думал, за 20 доеду, так, час целый. Час простоял? Да, Ну, надеюсь, да. не за рулем? Нет. Не ездишь по Москве за рулем? Нет, тут удобнее. Там с парковкой все эти дела. Город незнакомый, мне комфортнее там на такси или пешком, если где-нибудь недалеко. А дома ты на машине передвигаешься? Ну, смотря какая дистанция. Монако небольшой город, поэтому там основная часть можно пешком или даже на скутере. А так, если в другой конец города ехать, да, или за город ехать, естественно, на машине, да. Так интересно, какой ты водитель в городе. Вот Виталий как бабка ездит. Виталик, мы едем 90 километров в час. Знаешь, с такой скоростью мы не очень быстро попадем на его скорость. Главное безопасность. Я не думаю, что вы бы поняли, что я гонщик. Да? Если бы не знали меня, сели бы со мной в машину, я не думаю, что вы бы сказали, вот это гонщик. Я езжу спокойно, в основном соблюдаю правила, так скажем. Что значит в основном? Ну, в основном там иногда бывает на 2-3 км в час где-нибудь там превысишь, условно говоря. Получал штрафы? Штраф иногда, да, получал, но... В Монако высокие учился. штрафы? Да, они Поэтому есть. придется рекламу в Инстаграм продавать. Да, придется, да. Ну, нет, в основном, честно, вот езжу
спокойно, как бы я оцениваю езду на дорогах общего пользования плавностью и комфортом моих пассажиров, которые сидят сзади, так скажем. Какая у тебя машина своя для жизни? Или если это, можно об этом Да, говорить? можно. У меня есть Volkswagen Golf R на повседневную жизнь и Ferrari 488. Так что, не на каждый день. Я сейчас попутала вообще такой, знаешь, разброс конкретный. Разные машины, потому что одна как бы на каждый день, там длинная дистанция, другая чуть более под удовольствие. Вот теперь, девочки, представьте, подъезжает к вам парень на гольфе. Вы такие, типа, блин, он на каком-то гольфе есть, а у него Феррари в гараже. Но зато отбор это будет такой, знаешь, я подъеду на обычной машине, простой. Такой простой русский парень, да, в Монако, да. на гольфе. Да. Почему такой выбор странный, таких две странные машины? То есть совершенно вообще не связанные между собой. Во-первых, сначала был просто Golf R, как бы повседневная жизнь, если чуть-чуть оцарапаешь, то есть не как бы не очень жалко, да, как бы. Жалко, естественно, но нету такого вот, что ночью не спишь. Диски царапал? Диски царапал, да. Ужасно, да, как вот ножом по сердцу. Да, бывало такое, да. Там был подиум у меня в Китае 2016 года. Red Bull заплатил бонус, и за этот бонус я купил Ferrari себе. Нифига себе! Вложился в Ferrari. В общем, за деньги Red бонус. Bull. Виталий, почему у нас таких бонусов нет? Я не поняла. Что за дела вообще? Теперь мы знаем, что у тебя есть Ferrari. Расскажи нам, что ты не превышаешь. Я спокойно на ней езжу. Хотя, да, на ней тяжелее ездить спокойно, да, это так. По серпантину раздавал? Да не раздавал, тоже спокойно. Мне нравится звук именно. Да? Звук Именно двигателя. Феррари? Да. Слушай, а у тебя есть какая-то мечта детства, которая не исполнилась? Да, пока что не исполнилось, но выиграть чемпионат мира Формулы-1, да. Рано закончилось детство, понимаешь, когда уже в 9 лет начинаешь заниматься картингом, уже есть цель. Надо взрослеть. А до 9 ты такой, что, лежал просто? Когда был ребенком, космонавтом хотел стать. Все-таки хотел стать, да? Да. Блин, прикольно. А сейчас бы полетел в космос? Полетел бы, да. Да? Да. Люблю адреналин, люблю все это Тебе такое, но там это серьезное ответственное задание — лететь в космос. Это не Думаешь? просто развлечение, да. Ну почему? Есть же эти бизнес-полеты. Есть, да, это не дешево В смысле, стоит не билет. самому управлять, но можно продать Феррари. Не продам, нет. Я был в НАСА. А что ты там делал? Просто экскурсия была как часть перед гонкой, экскурсия команда устраивала, нас сводили, было интересно очень. Прикольно. Слушай, а ты когда вот прилетаешь, кстати, на гонки, то есть бывают такие моменты, что ты еще на экскурсию успеваешь ходить? У нас заранее прилетаем, например, в Австралию или в Америку, или в Мексику, и чтобы привыкнуть к часовым поясам, надо прилетать за несколько дней чуть раньше, привыкнуть, и тогда ты будешь в оптимальной форме и будешь лучше выступать. Что ты засмеялся в этот момент? Потому что нужно хорошо Типа нереально выспаться. все равно за 3 дня же, наверное, привыкнуть. Можно уже так более-менее оптимально привыкнуть, я думаю. А как, снотворное помогает? Так резко все время перестраиваться? Оно помогает немного, да, но не сильно снотворное, да, но помогает, и важно приехать, вовремя лечь, это уже даже до отлета начинаешь немного готовиться. А, да? Да, конечно, это все рассчитано. Типа ты такой в Монако в 5 вечера пошел спать? Не в 5, но раньше начинаешь, ложиться и так далее. Уже есть план, так скажем. Добрый мир ко мне. Что из экскурсий в мире, где ты был, ты же в огромном количестве стран был, запомнилось тебе больше всего? И вообще, в принципе, какая-то страна, город, то есть прям, чтобы ты сразу об этом подумал. НАСА запомнилось, да, естественно. Там не до экскурсии, если честно. Я тоже подумал, так странно. Но ты же ездишь просто в путешествие вне гонок? Или уже когда так я гонялся, устаёшь? не было особого желания так ездить на какие-то путешествия. Уже хочешь Хотелось приехать. дома поторчать? В дома или в районе дома, там где-то в районе 300 километров. Знаешь, чтобы не лететь никуда, брать самолет опять, куда-то лететь, часовые пояса. И так вся жизнь в часовых поясах. Когда приезжаешь домой после чемпионата, хочется немного расслабиться, уже побыть в одном месте. В районе 300 километров какое любимое место? Нравится Италия, скажем, Милан, там горы, люблю на лыжах кататься. Мы проводили недавно расследование по лайкам. Значит, ты был в Милане. Да. Выложил видео с какой-то незнакомкой.
Так как у нас женская редакция, женщины лучше всех проводят расследование по лайкам. Мы, короче, все на это нарыли, рассекретили. Да. Это была твоя девушка? Где? В Милане? Ну ты ездил, у тебя какая девушка все время в Я Инстаграм. выкладывал видео. Да. А от вас уже ничего не скрыть вообще. Но у нас девочка есть, она, которая новостями занимается. Она проверила все твои подписки, каждую девочку проверила, поставила сторис. Кто тоже был в этот момент в этом же городе, мы ее вычислили. Да, ну все, вычислили. Ну все, вам такого значок нужно, расследование. В лавку. Да. Нет, у меня нету девушки сейчас, ну, сердце, так скажем, мое сердце свободно. Бывали какие-то, так скажем, знакомства и так далее, но это не перерастало, так скажем, в серьезные отношения. Скажи, у тебя когда-нибудь бывали проблемы с тем, что ты русский? Ну вот у многих же, ну, в некоторых странах же есть к нам такое отношение не очень хорошее. Ну, я бы не сказал, что были какие-то проблемы. Нет, на самом деле никто, так скажем, какого-то негативного отношения из-за этого, я считаю, не было. Наоборот, как бы Россия интересуется за границей, много интересных вопросов там. А что спрашивают чаще Ну, там, всего? как холодно там, как Как там часто вы встретите живете. медведя? Ну, что-то типа этого, да, естественно, есть какая-то такая тайна вокруг России. Я советую всегда людям: приедьте в Санкт-Петербург, посмотрите для себя. А И почему все не в больше. Москву? Что начинаете? Ну, в Санкт-Петербург им удобнее. А тебе нравится, да, Питер? Мне и Москва нравится, и Питер, да. А какой любимый город? Хочу в Байкал России? очень навестить, честно Там говоря. так круто, я в том году Да. была 2 раза на льду. На льду я хочу либо полным летом, в полное лето навестить. Зимой круче. Либо зимой, да. Ну, это классная мечта. Там, правда, минус 20 ощущается как минус все. Об этом я и говорил, возможно, я летом захочу больше. Смог бы жить где-то, кроме Монако? Смог бы. Ну да, Милан нравится, и, ну, поэтому туда часто иногда езжу тоже. Спасибо, что прогулялся с нами, спасибо, что столько всего рассказал интересного. Очень личненько получилось. Ну да, было интересно, спасибо, что разговорила меня. Было Да? нестандартное интервью, так что интересно. Я очень старалась. Молодец, хорошо Я так смотрю на тебя подготовилась. снизу вверх. А как ты такой высокий помещаешься в болид Формулы-1? Ну так вот, чуть-чуть. Есть место, есть Да? пространство, да. То есть мне бы там было максимально комфортно. Да, ты бы там, тебе было хорошо, да. Ладно, приезжай еще, спасибо тебе большое. Вот, я не знаю, как надо прощаться. Как у вас прощаются в Монако? У нас прощаются сейчас все вот так. А, точно, да, корона же. Пару лет назад мы прощались по-другому. Но сейчас как бы, Уточни, пожалуйста, сейчас это звучало, как знаешь. 2 поцелуя в щеку. По-итальянски. Да. Все, ну ладно, тогда всем пока, с вами был канал So Many Horses, Даня Квят, Даниил Квят. Спасибо большое Да, все, всем пока. читателям и слушателям. Пока. И смотри, зрителям, в смысле, не смотрителям, пока.